Всем привет! Сразу скажу честно, название кликбейт, так как в ролике я не хочу выявлять худшую или лучшую часть серии. Я хочу убедить вас, что каждая игра по-своему хороша. Мне часто на ютубе встречались ролики, где тот или иной автор называл ту или иную часть худшей в серии. Однако, чаще всего это мнение не объективное, или же автор сравнивает старую игру с новой, не учитывая возможности консолей тех лет и новшества, которые были актуальны в те годы. Это все равно, что сказать, что самый первый Супер Марио плохой, потому что в нем плохая графика, и выразить свое мнение, что в Пакмане нету побочных заданий. Согласитесь, это глупо, ведь нужно всегда учитывать время выхода игры, ну и соответственно, что было у конкурентов. Ну что ж, достаточно было болтовни, давайте начнем. Итак, первое на очереди GTA 1. Что не нравится в этой части игрока? Чаще всего люди заявляют, что их отпугивает вид сверху и не очень адекватная камера. Для многих проблема сложность игры. И то, чтобы ее запустить на современном железе, нужны танцы с бубном. Давайте по порядку. Вид сверху не может делать игру плохой или хорошей. Для тех, кто не в курсе, она выходила в 1997 году. Получается, эта игра на год младше меня. И предложила игрокам то, что не было в играх для нее, то есть полную свободу действий. Да, я соглашусь, что камера иногда в игре ведет себя неадекватно, особенно когда мы ездим на очень быстрой машине. Это действительно проблема, но вид сверху не является таковой. Тот же драйвер, который вышел позже, не мог предложить такого геймплейного разнообразия. Мы ведь любим игры не за графику, а в первую очередь за геймплей. И тут мы подбираемся ко второй проблеме, озвученной многими фанатами серии – сложность. Да, игра сложная, но для меня это не минус. К тому же GTA 1 настолько разнообразная, что в ней не обязательно проходить все миссии. Наша цель – накопить энные суммы денег для открытия следующих уровней. Ну и сами задания в игре вполне себе интересны и имеют несколько вариантов прохождения. Так что для тех, кто любит хардкорный гейминг, эта игра будет очень интересна. Что касается самой весомой проблемы. Игру тяжело запустить на современном ПК. Тут благо все легко решаемо. Даже для тех, кто не хочет заморачиваться с настройкой, у меня есть готовая сборка, основанная на DOS-версии. В нее входит и GTA 1, и дополнение Лондон. И все прекрасно работает. Ссылка на ее скачивание будет в описании. Так что, ребята, пользуемся. Но считать минусом, что игра без шаманства не пойдет на современном ПК, я думаю, неправильно. Откуда разработчикам 25 лет назад знать, какое будет железо в будущем? Хочу еще добавить, что в игре есть возможность выбрать персонажа разной национальности, расы и пола. Для тех лет это неожиданно. В игре прекрасный саундтрек, и все, что мы имеем сейчас в серии GTA, формировалось как раз таки в те далекие времена. Следующие игры GTA London 1969, GTA London 1961. Они являются DLC к первой части GTA, так что проблемы у них точно такие же, как и у оригинала. Но как вы поняли, любой может на это закрыть глаза, если человек действительно нацелен поиграть в игру. А из плюсов хочу отметить атмосферу. Единственной части, где место действия реальный город. И да, Лондон 1969 намного легче первых GTA. И если вы хотите попробовать пройти GTA 2D вселенной, начинайте именно с Лондона 1969. Я уверяю, он намного легче, чем оригинальная GTA 1. На очереди GTA 2. Что интересно, эту часть ругают меньше всего. Да, основные претензии все тот же вид сверху. Однако на этот счет мы уже с вами говорили. Меня не волнует графика, для меня главное геймплей. А тут он очень отличается от первой части. Теперь, если мы провалили миссию, то мы можем спокойно начать ее заново. Миссии стали легче, появился баланс и возможность сохранять прогресс в любое время, имея 50 тысяч на руках и зная, где находится точка сохранения. Да, и тут многие молодые игроки могут возразить, что без карты найти такую точку очень сложно. Да, они правы. Однако всему можно приспособиться. Все-таки игра старая, но я вам расскажу один интересный факт. Видя в городе автомобиль телевизионщиков, обратите внимание, куда направлена спутниковая антенна. Она всегда указывает на точку сохранения. Так что берем фургон и двигаемся по компасу. В игре также прекрасный саундтрек и особая атмосфера. Своего рода GTA из будущего. Вышла она, кстати, в 1999 году и спокойно идет на современных ПК, без танцев с бубном. В игре интересное взаимоотношение банды игрока, что больше никак не используют в других частях. А сеттинг мрачного города в стиле киберпанк, возможно, порадует фанатов фильмов Тима Бертона. И, кстати, в игре можно менять время суток, но делается это только в настройках. Хорошая ли эта часть серии? На мой взгляд, да. Она отличается от других игр, что, на мой взгляд, только круто. Мы разобрались в 2D вселенной. Настала очередь поговорить об 3D. Сразу хочу сказать, что мы не будем рассматривать
рассматривать ремастеры и мобильные версии, так как там действительно есть к чему придираться. Ибо, казалось бы, ремастер или перевыпуск должен был исправить баги оригинала, а не добавить их. Но давайте не будем о грустном. 2001 год. На консоль PlayStation 2 выходит GTA 3. Сказать, что тогда игра произвела фурор в общественности, это все равно, что ничего не сказать. Многие упрекают эту часть в том, что в ней слабая сюжетная линия, отсутствие мотивации у главного героя и то, что в игре не присутствуют мотоциклы. В защиту я хочу сказать, что это первая часть серии, в которой появился линейный сюжет. Вероятно, это был эксперимент. Молчаливый персонаж был сделан для того, чтобы игрок мог ассоциировать себя с ним, как мы сейчас наблюдаем это в GTA Online. Главный герой не мотивирован. Он мог прихлопнуть Каталину и Мигеля, находясь еще в Портленде. Однако для него было важнее задание босса. Но это скорее не минус, это видение сценариста игры. Многие еще пытаются обвинить игру в тупом искусственном интеллекте. Забавно, а то, что игра вышла в 2001 году, это никого не волнует. К счастью, претензии к этой части минимальные. Видимо, все-таки многие понимают, что GTA 3 фундамент серии. И я хочу отметить как плюс этой части наличие луж и возможность разбирать людей на конструктор с помощью гранат и огнестрельного оружия. Больше такого в серии не было. Vice City. Что ж, казалось бы, это игра для многих фанатов Святой Грааль, но все равно есть те, кому эта часть не нравится. Опять же, основная претензия — сюжет. Все дело в том, что иногда игрок должен выполнять рутинные задания для продвижения в истории. Например, развивать купленные бизнесы. Кто-то еще может сказать, что карта относительно меньше игры предшественника. Ну и да, конечно же, миссии с вертолетиком. Я до сих пор не понимаю, почему их так не любят. Ну и, наверное, такая претензия, которая вот просто, я ее никогда не понимал, главный герой не умеет плавать. А теперь послушайте мои аргументы в защиту данной игры. Да, претензия к сюжету может быть обоснована, однако, выполняя задания для развития бизнеса, мы начинаем лучше понимать лор игры, что даже такой прозрачный и чистый бизнес, как фабрика мороженого, занимается продажей веществ народу. Здесь мы видим, что мир игры целиком пропитан криминалом, и даже мирная отрасль имеет незаконную деятельность. Да, и когда я впервые проходил GTA Vice City лет 15 назад, я не понял, почему резко закончились миссии. Возможно, разработчикам следовало сделать надпись: «Дружище, купи больше предприятий, развивай их и получишь продолжение сюжета». Но все-таки Rockstar пробовали себя, поэтому в будущем развитие бизнес-империи в своих играх они отделили от сюжета, за что им спасибо. Что касается карты, ну да, она тут меньше, однако это не портит атмосферу. Курортный город в середине 80-х годов, это очень красиво, и город очень классно проработан. Различные упреки в том, что главный герой не умеет плавать, но это, как уже говорится, когда не к чему докопаться. А разве его умение или неумение плавать влияло бы на сюжет? Я думаю, что нет. Да, и в многих играх тех лет персонажи не очень ладили с водой. Вспомните хотя бы Мафию. А что касается миссии с вертолетиком, но она несложная, надо просто приноровиться. Подытожить вышесказанное я хочу такими словами. Rockstar Games за год сделали такой проект, где персонаж оброс харизмой, проявил свой голос. Также над сценарием и геймплеем тут была проведена огромная работа. И напоминаю, всего за 1 год. Вы представьте, какой это титанический труд. И игра стала действительно культовой, это еще мягко сказано. А теперь поговорим о San Andreas. Да, непонятно, почему эту игру считают худшей, очень много блогеров. Обвинения в основном смешные. Один такой индивид обвинил в игру в том, что она устарела, что оригинальной версии нету автосохранений, как будто они были в GTA 3 или в GTA Vice City, их ведь тоже не было. Далее упреки пошли в плохой прорисовке, плохом разрешении и так далее. Человек, видимо, не в курсе, что игра вышла в 2004 году на PlayStation 2. Видимо, этот факт он решил пропустить мимо ушей. Я видел и более сносную критику, где игру упрекали в том, что в ней не хватает взаимодействия с внешним миром, и города ощущаются мертвыми, с чем я в принципе не согласен. Прохожие могут оценивать внешний вид CJ, а он может им отвечать. Города отличаются друг от друга, экстренными службами и даже погодой. Огромная карта наполнена пасхалками и тайнами, чего только стоит культ Эпсилон, про который много лет назад я снимал кучу роликов. Так что сказать, что на такой большой карте нечем заняться, как-то неправильно. В игре куча мини-игр и соревнований, а сюжет старается затронуть почти все участки карты. Аргументы, что игра устарела, я даже разбирать не хочу, потому что это и так понятно. В ней ведь до сих пор есть те механики, которые не перекочевали в другие игры серии, а жаль. Так что вот этот весь разговор о том, что GTA San Andreas это худшая часть, ну, они просто нелепы, бессмысленные. На мой взгляд, это отличная игра, она отличается опять-таки от других игр серии, как и каждая, между прочим, игра. И мне кажется, большинство людей, кто делает подобные ролики, просто хотят какой-то хайп, наверное,
наверное, поймать на этом. И, возможно, чуть-чуть хейта в свой адрес, а возможно, они троллят, потому что чувак там с такой дикцией говорил, как будто издевается. Ну, я не знаю, я посмотрел, как-то мне показалось, что чувак действительно издевался, который говорил, что игра устарела. Возможно, это такая постерония, может, я просто не понял. Вспомнился тут анекдот. В семье Быдла назвали дочь постеронией. Ее похитили, а Быдло не выкупило постеронию. Возможно, это Быдло как раз-таки я. Теперь поговорим об Advance. Вот ее чуть ли не каждый называет худшей игрой в серии. Причем те, кто так заявляет, скорее всего, даже в нее ни разу не играли. Чаще всего ее упрекают за графику. Но, друзья, игра-то вышла на Game Boy Advance. Уж лучше картинки там просто быть не может. Во-вторых, опять-таки, разве графика делает игру хорошей или плохой? Нет, а именно геймплей. В игре есть сюжет, да и непростой. В нем есть возможность выбора, которая в серии повторно появилась только в GTA 4. Игра справляется со своими задачами. Между прочим, это была моя любимая игра на Game Boy. Я помню, как в классе 5 я и мои одноклассники с удовольствием играли в эту часть. Причем мы долго обсуждали ее сюжет, и никто не верил, что Винни предатель. Была бы это плохая игра, то стали мы бы в нее тогда играть? Я думаю, что нет. Да, сейчас в нее играть на эмуляторе стал бы не каждый, особенно на ПК, так как разрешение экрана будет явно выдавать пиксели. Однако, можно ведь скачать эмулятор на телефон и насладиться игрой там. Или, например, на PSP. Да и в конце концов можно на Авито купить Game Boy Advance, да даже не на Авито, на Алиэкспрессе, на Озоне, и в принципе поиграть в этот шедевр там. Игра действительно хорошая, я вам советую. Далее GTA Liberty City Stories. О да, сколько же индивидов называет эту часть второстепенной, неважной, плохой. А ведь ладно бы такое слышать от человека, который не считает себя фанатом серии, но жизнь распорядила иначе. Многие GTA-шники будто забывают о существовании данной игры. Но так каковы основные претензии у игроков к этой части? А претензия по сути одна, она не вышла на ПК. Но это ведь решаемо, так как есть эмуляторы. Имея геймпад, вы пройдете эту замечательную игру. Также я слышал, что многие упрекают ее за то, что задания являются самоповторами из других частей. Друзья, кто смотрел две части моих роликов про самоповторы, те знают, что многие виды заданий перекочевывают из игры в игру, и это нормально для этой серии. В защиту я хочу сказать, у игры очень интересный и сбалансированный сюжет. Это история, за которой действительно интересно наблюдать. Она очень линейная и серьезная. Да и в целом на PSP это одна из лучших игр, о чем говорят ее продажи. Между прочим, в этой части есть официальный мультиплеер, правда локальный. Я вспоминаю, как в классе 7 мы с ребятами играли по сети в эту игру замечательную, и всем все нравилось. Ну, опять-таки, это мое поколение. Возможно, новое поколение просто не понимает, каково это. Тут, наверное, вопрос еще о поколении. Однако, на самом деле, даже сейчас, не имея PlayStation Portable или PlayStation 2, можно спокойно все это запустить на эмуляторе и имея какой-нибудь геймпад. Даже геймпад с PlayStation 4 или Xbox One подойдет. Ну, а если нет приставок, то купите какой-нибудь геймпад, опять-таки, на том же Алиэкспрессе и с удовольствием пройдете ту самую замечательную игру. Следующая забытая многими игра GTA Vice City Stories. Все точно так же, многие люди, не играв в нее, считают ее неважной и неполноценной. Но помимо этого бреда, есть уже более объективная критика, а именно сюжет. Тут он слабоват. И главный герой, ведомый своим не очень умным братом, у многих вызывает вопросы. Однако, несмотря на слабый сюжет, в игре динамичные миссии. Сама по себе игра стала более разнообразной, стало больше активности и побочных заданий. Разрабы учли ошибки Vice City, и теперь развитие бизнеса не является важной составляющей сюжета. И все-таки игра прикольная и выжимает из PSP весь ее потенциал. И это последняя игра 3D вселенной. Я эту игру тоже очень люблю и советую всем ознакомиться. В ней также есть мультиплеер, разумеется локальный, хотя с эмулятора, как вы знаете, тоже можно спокойно играть. Так что было бы желание с кем поиграть, думаю, вы насладитесь этим мультиплеером, он достаточно интересный. Несмотря на то, что многие считают сюжет GTA Vice City Story слабеньким, он достаточно неплохой. Он объясняет все-таки недосказанности GTA Vice City, да и несмотря на сюжет, миссии в игре достаточно интересные и запоминающиеся, поэтому я всем советую эту игру. Ну и разумеется, мы можем лучше погрузиться в лор вселенной 3D. Теперь поговорим о GTA 4. Ну, здесь действительно много моментов, которые не нравятся игрокам. И первое — это сюжет. Его называют самым скучным серии, хотя, по моему мнению, он очень даже интересный. Я даже
даже бы сказал, здесь впервые разворачивается настоящая драма. Герой понимает, что он делает все не по совести, это его терзает, но ничего другого он не умеет, кроме как заниматься криминалом. Желание мести движет им, и в конце концов это приводит его к трагическому финалу. Одного из близких людей ему придется потерять. На мой взгляд, сильный сюжетный поворот. Да, миссии местами однообразны, но здесь Rockstar хотели показать серьезную историю с печальным концом. Правда, сюжет это вкусовщина. Второй пункт – оптимизация игры. Если раньше у игроков были слишком слабые ПК, то сейчас чересчур мощный, и игра улетает в 100-200 FPS. Однако эта проблема решаема. Нужно лишь внести вправки в файл в архиве игры и настроить его под себя. На это у вас уйдет максимум минут 10. Еще многим не нравится, что в игре меньше возможностей, чем в San Andreas. Однако, друзья, эта игра вышла на новом движке, который еще разработчики не использовали на максимум его возможностей. Поэтому не надо удивляться, что многое тут убрали. Да, она не такая веселая, как другие части, но это ее особенность. Что касается DLC в виде эпизодов, про них многие вообще забывают. Да, они страдают точно такой же проблемой, связанной с оптимизацией, как и оригинал, но сюжеты более линейные и объясняют некоторые недосказанности GTA 4. Опять же, сюжетка это вкусовщина, однако миссии стали разнообразнее. В целом это достойная игра, несмотря на проблему с оптимизацией, но опять-таки это все решаемо. Нужно лишь посидеть и ознакомиться с проблемой. GTA Chinatown Wars. О да, опять нелюбимая многими игра за то, что она не такая, как все. Кого-то пугает вид сверху, о чем я уже говорил. Расположение камеры не должно делать игру плохой. У игры интересные механики. Самая интерактивная часть серии. Да, многих интересует, почему у нее такой странный вид и графика. А я отвечу, игра изначально разрабатывалась для Nintendo DS. Эта консоль имела два экрана, и многие взаимодействия можно было делать с помощью стилуса, однако консоль была слабее, чем PSP. Кстати, на приставку Sony Rockstar тоже решили выпустить эту часть, подтянув в ней графику. Сюжет в игре подан в стиле GTA Advance, вместо катсцен заставки с текстом. Но опять-таки это не делает сюжетную линию плохой, она очень интересна и лучше раскрывает лор HD вселенной GTA. Также ее портировали на телефоны, и в принципе, если у вас нет желания играть на эмуляторе, то вы всегда можете установить эту игру на свой мобильный. Как я уже говорил ранее, графика не должна быть на первом месте, важнее геймплей, а в этой части он динамичный и интересный. Так что всем фанатам серии я советую ознакомиться с этой игрой. Хотя что я говорю, я вообще рекомендую ознакомиться с каждой игрой из серии GTA. Они все по-своему интересны. Ну что ж, теперь поговорим о GTA 5. Перед тем, как говорить об этой игре, я решил посмотреть мнения различных ютуберов по поводу данной части. И знаете, один из таких деятелей сказал, что GTA 5 плохая, потому что в ней нереальные бренды автомобилей. Это забавно слышать, ведь все прекрасно понимают, что ни один автоконцерн не разрешит использовать свой транспорт в игре, где с помощью него можно совершать преступления. Rockstar создают аналоги автомобилей, которые внешне похожи на прототипы из реальной жизни, но называют их по-своему, и это вполне нормальный ход разработчика и на качество игры абсолютно не влияет. Также этот автор упомянул, что в игре аркадное управление автомобилей. Да, здесь я согласен. После GTA 4 машины в GTA 5 действительно управляются аркадно и я бы даже сказал по-детски. И повреждения у них чересчур слабые. Однако это было сделано разработчиками, дабы игрокам было проще играть по сети. Хотя это не точно. Но вы понимаете, геймплею аркадное управление автомобилей не мешает. GTA никогда не претендовала на роль автосимулятора. Есть моменты, которые мне самому не нравятся в пятой части. Например, отсутствие интерьеров у бизнесов главных героев в синглплеере. Это действительно плохо. Особенно разочаровал клуб, интерьер которого в игре есть, а при покупке мы не можем туда зайти. Однако это все объясняется тем, что изначально игра выходила на Xbox 360 и PlayStation 3, которые на тот момент входили в финальный цикл своего существования. Однако игру портировали на современные консоли и ПК, но эту проблему никак не решили. Возможно, разрабы подумали, что это не так важно. Еще один аргумент: игрокам не нравится, что большая часть карты это горы, леса и пустыня, и населенных пунктов в игре мало. Да, это так. Той же San Andreas, карта которой хоть и меньше, но зато в ней сразу 3 огромных мегаполиса и десяток деревень. Но в GTA 5 действительно красивая природа. Это шаг, чтобы сделать карту масштабней. Лос-Сантос занимает лишь 1/4 карты. Однако для потребностей сюжета этого хватает. И не только сюжета. GTA Online выпускает обновления одно за другим, где стараются задействовать каждую часть
участок так или иначе. К тому же леса и горы поначалу было очень интересно изучать. Вы же помните тайну горы Челиад и множество теорий. Интересная особенность игры 3 персонажа. Да, сюжетная линия для троих маленькая, но мы можем понять мотивацию каждого и их личность. Игру можно обвинить в комедийности, но это ее особенность. Это полный антипод GTA 4, что, наверное, хорошо, так как серия представляет собой разнообразие. Каждый может выбрать игру, которая ему будет по душе. Зато в GTA 5 хорошая оптимизация, и она идет даже на слабых компьютерах. Всем этим я хочу сказать, что в каждой части есть свои минусы и свои плюсы. Однозначно не существует лучшей или худшей части этой франшизы. Я советую поиграть во все и сделать для себя выбор, в какой части вам ближе сюжет, какой вам больше нравится город. А может быть, каждая часть для вас уникальна и нравится не меньше других, как, например, мне. А с вами был Карнхолио, спасибо, что послушали мое субъективное мнение. Если вы согласны со мной, то ставьте классы и подписывайтесь на канал. Ну а если не согласны, можете написать свою позицию в комментариях. Всем спасибо за просмотр и пока!